Все на дно! Всем привет! С вами General True, и сегодня мы вновь познакомимся с малоизвестными, но очень крутыми проектами со дна Стима. Боюсь, что сегодняшний выпуск я не скоро смогу переплюнуть, но уже очень хотелось побыстрее рассказать о 6 супер крутых платформерах, которые я отобрал специально для вас. Для тех, кто пропустил предыдущие выпуски, ссылка будет в описании и в подсказках. Как всегда, игры самые годные, очень недорогие и супер увлекательные. Так что заваривайте чаек, присаживайтесь поудобнее и погнали! Фермониум. И сразу без разогрева представляю вам потенциальный хит, который вы могли пропустить. С первого взгляда видно, что авторы вдохновлялись Cuphead'ом. Некоторые даже подумают, что это тупой и дешевый клон Cuphead'а, но смею вас заверить, что это ни разу не так. Игра также стилизирована под диснеевские мультфильмы 30-х годов, и музыка в некоторой степени схожа. Но если вслушаться, то слышно, что в Cuphead используется только джаз, а вот в Фермониуме используются миксы разных жанров. Да и визуальный стиль несколько проще и не изобилует таким количеством красок, но при этом сильно переплевывает Cuphead в плане психоделичности происходящего. Если присмотреться, то можно увидеть множество элементов и из других игр. Я вот заметил сильную схожесть с Hollow Knight. Сами авторы описывают ее как психоделическое метроидвания, где саспенс переплетается с юмором. Звучит интересно, как по мне. Ну а для любителей поразмыслить, тут есть очень неплохая сюжетка, которая поднимает нетривиальные вопросы и позволяет взглянуть на них по-другому. Геймплея хватит часов на 20, в зависимости от того, как вы будете ее проходить. На момент написания сценария в Steam у нее всего лишь 121 отзыв с оценкой 90%. И стоит она 299 рублей. Вышла только в Steam. Если поддержите рублем, то есть подозрение, что и на другие платформы ее завезут. Поместил ссылку в описании для вашего удобства. Shantae Half Genie Hero и Shantae and the Seven Sirens. Ах ты ж читер! Про Shantae знают вообще все! И будете неправы, если так думаете. Я сам до недавно думал, что продажу этой серии несколько миллионов копий, но ошибся. Ладно, все по порядку. Серия игр Shantae — это великолепно стилизованная 2D метроидвания про Джина-полукровку по имени Shantae. Сюжеты банальны и не содержат каких-то глубоких мыслей. В геймплее тоже не будет каких-то супер инноваций. Все стандартненько и без особых экспериментов. Сделала ли эта игру хуже? Неа. Это очень веселые игры с множеством механик и секретов, которые просто заряжают вас положительными эмоциями. Пришли с тяжелой работы и хотите поднять себе настроение во что-то поиграв? Тогда не идите рубиться в доту, PUBG и прочее. Просто поиграйте в любую игру из серии Shantae, и хорошее настроение вам обеспечено. Если говорить про две игры, которые вошли в подборку, то одна про загадочный затонувший город, а вторая про пиратов, и не только. Лично я бы прикупил себе все игры этой серии, если бы, конечно, на жестком диске не лежало уже 100-500 скачанных игр, в которые я так ни разу еще и не заходил. Ну да ладно. Геймплея в Half Genie Hero и The Seven Sirens хватит на 10 плюс часов. На момент написания сценария в Steam у них 427 и 912 отзывов с оценкой выше 90%. И отдают каждую из них за 515 рублей. Вышли в Steam, Origin, Microsoft Store, GOG, PlayStation Store и на Nintendo Switch. Ссылки в описании. Dark Water. Slime Invader. Честно скажу, вот тут я прям сильно кайфовал во время просмотра трейлеров. Очень свежая игра и вышла совсем недавно, но рекламе у нее было ровно 0. Но почему? Тут и приятная рисовка, и приятные анимации, и разнообразный геймплей, да и слоумо есть. Так почему же? Все как всегда. Нехватка бюджета. Явно видно, что денег хватило только на разработку игры.
Я считаю своим долгом показать вам ее, ну и по возможности заинтересовать. Мои первые ассоциации — это гибрид Макса Пейна с Трайном, как бы безумно это ни звучало. Играть нам предстоит за бабушку и ее внучку. Каждый из персонажей имеет свои уникальные способности. Наша задача — спасти город от слизняков. Звучит банальнее некуда, но на деле геймплей тащит всю игру. Тем более, что геймплея хватит часов на 15. На момент написания сценария в Steam у нее 68 отзывов с оценкой 95%. И достанется она нам за 360 рублей. Вышла в Steam и на Nintendo Switch. Ссылки все там же в описании. Аквария. И сразу в мою сторону полетит. Чё? Да что ты нам за дичь втираешь? Это же наверняка склепанная на коленке недоигра 2007 года, которую вообще никто не стал покупать. Но опять же, смею вас уверить, что это не так. Да, в Steam у нее даже трейлера нет. Да, она 2007 года. Да, продаж у нее очень мало, но это еще ничего не значит. Как по мне, лучше всего ее описала Игромания в своем обзоре. Дословно зачитаю. Удивительная подводная сказка, повествующая о путешествиях девушки Ная в подводной стране. В игре удачно сосуществовали и дополняли друг друга неординарный сюжет, оригинальная боевая система, исследование огромного целого мира и тончайшая философская подоплека. И все это в элегантной двухмерной обертке, полностью нарисованной всего одним талантливым дизайнером – Дереком Ю. После такого сильного описания мне даже ничего не нужно дополнять. Настоятельно советую присмотреться, если хотите чего-то необычного и медитативного. Геймплея хватит на 10-15 часов. На момент написания сценария в Steam у нее 598 отзывов с оценкой 90%. И стоит она 199 рублей. Вышла в Steam, GOG и на iOS. Ну а для ленивых жоп ссылки будут под видео. Щипо. Ну а если психоделики Фермониума вам будет мало, то вот для вас еще один необычный проект, который и похож на все, и не похож ни на что одновременно. Даже от просмотра трейлера можно словить десяток другой отсылок к разным играм или их механикам. Тут и игры Amanita Design, и World of Goo, и Ori. Если присмотреться, то вы и не такое увидите. Дурацкая копирка, можете подумать вы, и будете неправы. По итогу из такой солянки получилось замечательное метроидвания с упором на исследование и медитативный геймплей. Играется приятно, сложность растет постепенно. Есть разные существа, которых мы находим, а потом ими управляем. Пусть это не Hollow Knight Silksong, но игра однозначно достойна того, чтобы о ней не стыдно было говорить. Есть только один минус. Она достаточно короткая. Геймплея хватит только на 5-10 часов. На момент написания сценария в Steam у нее всего лишь 53 отзыва с оценкой 97%. И стоит она 205 рублей. При этом вышла только в Steam. Связано это с крайне низкими продажами. Хоть это и идеальный формат для Switch'а. Увы и ах. Ссылку найдете все там же под видео. Эту подборку я делал одновременно с подборкой для следующего видоса, но там будут исключительно пиксельные игры. Если формат вам зашел, то не стесняйтесь, жмите лайк и подписку. Готов обсудить любые моменты и идеи в комментариях под видео на YouTube. Чем больше всего этого, тем больше у меня мотивации делать следующий видос. Тут же, на моем канале, вы можете увидеть стримы множества разных игр с веб-камерой. И если хотите пообщаться в прямом эфире, милости прошу. На этом у меня все. Всем спасибо, всем удачи и всем пока!